Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. Вы смотрите канал Pop Music. И сегодня у нас на обзоре универсальный контроллер Arturia Keystep Pro. Что же такое Keystep Pro? Keystep Pro — это очень сложный и мощный контроллер, который может работать как обычная MIDI-клавиатура. Вот мы видим здесь трехоктавную MIDI-клавиатуру. И также она может работать как секвенсор и как мозг для вашего аналогового синтезаторного сетапа. Прелесть и основная фишка этого устройства заключается в том, что здесь вот на задней панели у нас есть большое количество аналоговых CV-гейт выходов для того, чтобы контролировать полумодулярные, модулярные аналоговые синтезаторы. На этом сегодняшний обзор мы и сфокусируем. Если мы посмотрим на основную панель нашего контроллера, то мы увидим вот эти вот 4 разноцветные полосы. Это 4 независимых трека. Первый трек зеленого цвета, он работает в режиме секвенцирования либо барабанов, либо просто как мелодический секвенсор. И 3 остальных трека, они абсолютно идентичны, и они могут работать как мелодический секвенсор, так и арпеджиатор. Начнем с барабанного трека. Барабанный трек у нас может секвенцировать целых 24 различных звука, если мы подключаем по MIDI. Если мы подключаем аналоговый синтезатор, например, аналоговую драм-машину через CV-гейт, то у нас есть 8 гейт-выходов, и мы можем 8 различных аналоговых звуков секвенцировать при помощи первой дорожки. Сегодня у нас в качестве подопытного синтезатора будет Arturia Mini Brute 2S, и я синтезировал бочку и хай-хэт. Такая вот бочка у нас и хай-хэт из нойза. И давайте попробуем начать что-то делать, забивать какой-то паттерн. Вот эти вот 16 кнопок, они представляют собой 16 шагов нашего секвенсора. При помощи вот этих 4 кнопок можно увеличить длину секвенсора до 64. Кнопка Last Step, последний шаг, мы просто нажимаем, делаем его 32, 48, 64, либо 16. Давайте выберем бочку, нажмем Play и положим несколько триггеров. Теперь выбираем второй канал, канал хай-хэта, и также положим триггеры. Секвенсор здесь невероятно гибкий. Он работает также в полирежиме, полиритмическом. Для этого мы нажимаем кнопку Shift и кнопка поли. Кстати сказать, все второстепенные функции подписаны голубым цветом и активируются при помощи нажатия кнопки Shift. И вот здесь над клавишей Mi у нас написано поли. Мы нажимаем Shift и эту клавишу, активируем полирежим. Теперь мы выбираем длину, например, в 5 шагов нашего хай-хэта. Убираем лишние триги, запускаем. И, как мы видим, он у нас теперь длиной 5 шагов. Также можно при помощи вот этих вот энкодеров изменять различные параметры прямо пошагово. Первый энкодер у нас отвечает за pitch, то есть за высоту тона. Ну, в данном случае для барабанов это не очень релевантно. Дальше gate, velocity, сдвиг по времени и рандомность. Вот давайте, например, на 3-м шаге мы увеличим длину нашего гейта. Послушаем, как это звучит. При помощи изменения velocity мы также можем изменять, добавлять какие-то акценты и так далее. Также у нас здесь есть очень удобный для перформанса режим мьюта. Чтобы его активировать, мы нажимаем кнопку Mute и кнопку Drum. И теперь мы можем независимо мьютировать каждый из наших 8 голосов. Но поскольку мы используем только 2, давайте продемонстрирую это на 2 голосах.
Теперь давайте более глубоко и подробно рассмотрим секвенсор. Я выбрал трек номер 4, и он у меня будет отвечать за бас. Длину его я сделал 32 шага и забил вот достаточно простой такой паттерн. Давайте послушаем. Как я уже сказал, при помощи вот этих вот энкодеров мы можем менять параметры нашего звука, и запись непосредственно в секвенсор у нас может происходить тремя способами. Первый способ. Мы нажимаем триггер нужного нам шага, и, удерживая ее, нажимаем нужную нам ноту на клавиатуре. Ну, например, вот эту. Затем мы редактируем непосредственно длину гейта, velocity и прочие параметры. Давайте сделаем гейт подлиннее. И послушаем, как это звучит. Все очень просто. Второй способ называется Step Recording. Активируется он при помощи нажатия кнопки Rec. И теперь, играя на клавиатуре, мы вводим ноты непосредственно в каждый шаг нашего секвенсора вот таким вот образом. И как вы видите, с нажатием клавиши у нас секвенсор переходит на следующий шаг. Если нам нужно ввести здесь паузу, то мы нажимаем вот эту вот кнопку Tie или Rest. И таким образом передвигаем шаг нашего секвенсора дальше, ну и нажимаем какие-то другие ноты и так далее. И давайте послушаем, что получилось. Учитывая то, что я нажимал весьма рандомно, ничего хорошего из этого не вышло, но тем не менее. Давайте теперь посмотрим третий способ записи. Это непосредственно Live Recording. Для этого мы активируем метроном, Shift, Tab Tempo. Здесь на задней панели у нас есть регулировка громкости метронома, и метроном у нас слышен из этого динамика. Мы активировали метроном, и теперь мы нажимаем Record и Play одновременно, и можем записывать нашу секвенцию в реальном времени. Здесь у нас есть возможность записать секвенцию либо квантизированным способом, либо не квантизированным. То есть квантизированный — это когда все неточности игры ритмические у нас квантизуются и расставляются четко по сетке. Если вы хотите более свободную игру, вы можете это сделать, включив неквантизованный способ записи. Переключаются эти два режима при помощи Shift-Rec. Вот сейчас у меня включен неквантизированный режим, и давайте я прям нарочно сыграю криво, и мы послушаем, насколько кривизна будет у нас четко передана. Как вы слышите, весьма свободная кривая игра абсолютно четко передалась, и это очень клево для того, чтобы придавать битам и лупам человеческую такую живость. Поскольку этот контроллер ориентирован на живой перформанс, здесь очень много классных фишек, которые позволяют манипулировать с вашими паттернами, с вашими секвенциями. Вот я сейчас забил простую секвенцию, и давайте посмотрим, что мы можем с ней сделать. Давайте для начала послушаем ее, как она есть. Теперь при помощи кнопки Shift и активируя второстепенные функции, мы можем видоизменять этот паттерн. Вот здесь у нас способы проигрывания паттерна. Во-первых, это проигрывание вперед, что, собственно говоря, мы уже послушали. И второе — это проигрывание рандомное. Давайте послушаем, как это звучит. Активируем. То есть у нас, как вы слышите, абсолютно в рандомном порядке наши ноты он проигрывает. Следующий режим — это режим Walk.
Собственно говоря, он проигрывает ноты все по порядку, но иногда может рандомным способом какие-то несколько нот повторить. Давайте его активируем и послушаем. Давайте теперь вернемся к прямолинейному проигрыванию паттерна и посмотрим другие функции. Среди других функций у нас здесь есть возможность инвертировать паттерн. Давайте попробуем это сделать. Все это делается на лету, и все это добавляет перчинки в ваш лайв-перформанс. Дальше можно модулировать паттерн либо на полтона вниз, полтона вверх при помощи вот этих двух кнопок, точнее их второстепенных функций при помощи удержания кнопки Shift. Давайте попробуем. Также можно транспонировать на октаву вверх и вниз. Также можно квантизовать на 50%, либо на 100%. Это если мы записали нашу секвенцию вручную свободно, да, без квантизаций. И дальше можно рандомно проиграть этот паттерн. Кстати сказать, когда вы пользуетесь всеми этими функциями по видоизменению вашей секвенции, здесь есть кнопка Undo, которая супер удобна. Если вы, например, сделали что-то, что вам не понравилось, или что звучит не очень интересно, вы можете всегда вернуться на первоначальную стадию. Давайте дальше продолжим изучать, так сказать, нюансы видоизменения вашей секвенции. Рандомайзер мы посмотрели. На самом деле здесь два рандомайзера. Первый — это рандомный порядок, который берет ваши ноты и переставляет их в случайном порядке. И второй — это рандомные ноты. То есть ритм ваш остается, а меняются ноты. Давайте вот попробуем. Вот мы вернулись обратно. Дальше здесь еще есть рандомная октава, то есть сохраняются ноты и сохраняется ритм, но некоторые ноты могут менять расположение по октавам. Давайте послушаем, как это звучит. Еще есть несколько очень классных функций для манипуляции с вашими секвенциями. Это, во-первых, time division, то есть длительности. Можно установить секвенцию, проигрывать четвертями, восьмыми, 16-ми, 32-ми и триолями. При том, что это можно сделать абсолютно независимо для каждого из 4 треков. Ну вот давайте попробуем послушать. И также у нас здесь есть выбор гамм, то есть мы можем определенные лады и гаммы использовать и таким образом тоже манипулировать вашими секвенциями. Вот сейчас у меня секвенция забита в до миноре и стоит хроматический режим, то есть по сути у меня на секвенцию не влияет ничего. А сейчас я включу мажор, и неожиданно наша секвенция начнет звучать в мажоре.
Также среди гамм у нас есть в наличии мажор, минор, дорийский минор, хроматическая гамма, гармонический минор, блюзовая гамма и также две юзерские гаммы, то есть те гаммы, которые вы можете сами задавать. Активируется она таким вот образом. Вы включаете вот эту юзерскую гамму, и теперь, удерживая эту клавишу, вы выбираете те ноты, которые вы хотите видеть в своей секвенции. Можете выбрать, оставить вообще, например, 2 ноты, а остальные все убрать. Давайте прям вот так вот поиздеваемся. Ну пусть будет вот 3 ноты. То есть таким образом можно создавать любые лады, любые интересные какие-то созвучия, которые вы хотите использовать в своей музыке. А теперь поговорим про арпеджиатор. Каждый из этих 3 треков, кроме барабанного, могут работать в режиме арпеджиатора. Переключаем мы при помощи вот этих кнопок, выбираем либо арпеджио, либо секвенсор. Вот на треке номер 3 мы включаем арпеджиатор, запускаем наш секвенсор, нажимаем аккорд, и будет проигрываться арпеджио. Чтобы нам не держать руку все время, мы можем нажать вот эту кнопку Hold и убрать руку, и арпеджио будет проигрываться уже без нашей помощи. Количество нот может быть достаточно большим, и режимы воспроизведения арпеджио тоже здесь различные. Во-первых, есть режим вверх, есть режим вниз, есть режим снаружи внутрь, есть режим изнутри наружу, есть рандомный режим. Вот давайте сейчас послушаем, как арпеджио звучат в различных режимах. Так же точно, как и с секвенциями, мы можем изменять непосредственно скорость проигрывания арпеджио, то есть длительности, это четверти, восьмые, 16, 32 и триоли. И также мы можем изменять количество октав в нашем арпеджио. Сейчас у нас 1 октава, давайте поставим 2, 3 и так далее. Также во время исполнения арпеджио мы можем при помощи этих энкодеров менять соответствующие параметры. Это длина гейта, velocity, также сдвиг по времени, ну и рандомизировать это арпеджио. Вот давайте послушаем, как это звучит. Что опять-таки добавляет очень много интересных перформативных фишек. А еще здесь есть очень классная функция, которая называется лупер. Работает он в 4 различных ритмических делениях. Это четверти, восьмые, 16 и 32. То есть, как вы видите, он зацикливает
в режиме четвертей 4/16, в режиме восьмых, соответственно, 2/16, в режиме 16 1/16. И для 32-х, чтобы услышать, нужно, чтобы секвенсор у нас двигался со скоростью 32-х. Поэтому эффект был не настолько очевиден. То есть конкретно лупер, который сегментирует и зацикливает определенную часть вашей секвенции. Также у каждого из 3 мелодических треков у нас по 3 CV-гейт выхода. Это, собственно говоря, pitch, гейт. И третий выход — это модуляция, либо velocity. Вот я подключил провод из velocity выхода непосредственно в cutoff фильтра. И теперь я могу при помощи вот этого вот энкодера velocity регулировать, как открывается фильтр на конкретно каждой ноте. Вот сейчас у меня velocity довольно низкая, и фильтр будет закрыт почти. А когда я добавлю его на максимум, он откроется гораздо сильнее. Вот давайте послушаем. Таким образом, вы можете придавать своим секвенциям еще третье измерение, делая их более интересными, живыми и мелодичными. Этот контроллер может работать как глобальный мозг вашего аналогового сетапа. То есть здесь у нас есть проекты, можно сохранять до 16 проектов. В каждом проекте у нас может быть до 16 паттернов. Эти паттерны можно между собой копировать, переставлять местами. Можно соединять их в цепочки, делая целые песни, целые композиции, выстраивать из паттернов. И также здесь есть очень классная штука, которая называется сцены. Она запоминает, каждая сцена запоминает все параметры, которые у вас сейчас в данном паттерне записаны. То есть все мьюты, все секвенции, все настройки ваших вот этих энкодеров, чувствительность, velocity, pitch и так далее. И также между сценами можно переключаться, добавляя дополнительную экспрессию в ваши композиции. Что касается традиционного MIDI-режима, эта клавиатура является отличным MIDI-контроллером. Клавиатура здесь является полифонической, то есть подключив к любому аналоговому полифоническому синтезатору или к вашему компьютеру, к любому VST-синтезатору, можно играть полноценно аккордами, можно также аккорды секвенцировать, но поскольку фокус этого обзора у нас на контроле аналоговых синтезаторов в модулярной и полумодулярной сфере, поэтому мы на этом заострять внимание наше не будем. Ну и в заключение хочу сказать, что Arturia Keystep Pro — это, наверное, один из самых универсальных сейчас контроллеров на рынке. Но лучше контроллера для ваших аналоговых синтезаторов, особенно модулярных и полумодулярных, вы просто не найдете. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч, увидимся. Димка, не ругайся, камера-то пишет. Ой. Все узнают, что ты... Чек. Простите. Давай еще. Чек. Еще. Чек микрофон. Чек микрофон. Всем привет. Всем привет, да. Короче, представляете, укажи руками, потому что там 2 штуки, да, Да. чтобы глаза не разбегались.